Здравствуйте, уважаемые зрители. Очередной подкаст. Сегодня у нас в гостях Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США. Просто хороший человек, который сейчас помогает Украине много. И Гарри опытный ютубер, больше 100 тысяч подписчиков и уже давно на YouTube. Медиа. Спасибо, Денис. Спасибо, Да. Денис. Да, я очень опытный, я уже с 2014 года, вот еле-еле 10 тысяч набрал. А ты за 100. Почему 10? 100. 100 тысяч, а Да. ты быстро за сколько, за год или два? За год, да. Да, 100 тысяч. Ты в 10 раз быстрее, чем я. Тут YouTube элемент алгоритмов, случайностей. Такое дело. Гарри, я хотел у вас спросить, и зрителям интересно, вы как считаете, контрнаступление уже началось или это только подготовка, то, что мы сейчас в новостях видим? Смотрите, это эти новости, которые вам показывают в Украине, они, я не знаю, эти эксперты, все эти вот хорошие русские, военные эксперты, они даже не понимают базовой терминологии контрнаступления, наступления. Украина сейчас, может быть, только на одном отрывке фронта, там в Бахмуте, может быть, там контрнаступление идет, потому что там идет борьба. Украина, если перейдет, то перейдет в наступление, а не в контрнаступление. Контрнаступление – это когда ты наступаешь на тех, кто наступает на тебя. А наступление – это когда ты наступаешь на тех, кто уже в обороне сидит. Угу. Поэтому русские уже давным-давно окопались, фортифицировались в основном по всему фронту. То есть они ожидают украинское наступление. Поэтому я просто это говорю не потому, что я хочу там вас обидеть каким-то образом, а потому что я хочу, чтобы наши зрители понимали, кого они слушают. Военных они слушают, люди, которые хотя бы что-то понимают, или просто потому, что он услышал о контрнаступлении. А что это значит? Они понять не могут, они не знают базовую терминологию даже. Их вариантов много. Я надеюсь, что Украина перейдет в наступление, но не в том смысле, в котором большинство людей гражданских это понимают. То есть, насмотревшись советских фильмов, где выпрыгивает из окопа и кричит: «Ура, вперед, за мной, за Родину, за Сталина». Нет, у Украины вот это вот лобовое наступление, как русские это делают, у них нет такого, такого богатства, такой возможности, такой воли, чтобы они это сделали. Они не могут, они должны креативно что-то придумывать. Вот там расхерячить их в тылах, делать диверсии, создать окружение, там разные вещи креативные делать, чтобы русские сами уходили. Потому что все равно, сколько бы мы им не давали, и когда мы им дадим там 31 танк или сколько-то танков нет, все равно у русских намного больше. Все равно пока что превосходство в небе все равно у русских. Да. А выступление, когда превосходство... опять же, я говорю от того, что я знаю, от того, что как меня учили, от того, что как я понимаю, от того, что какой у меня опыт был. И меня бы с места не сдвинули, если бы не было прикрытия с неба. Угу. У нас так не работает. Но украинцам придется это делать, как бы они там ни говорили, как бы там Илья Пономарев, конечно, молодец, что он там, его люди сбили, сколько там, 2 вертолета и 3 самолета у них в тылу, но все равно Илья Пономарев один, а их там много. Илья, надеюсь, не обижается на мою троллингову, но я хочу подчеркнуть, что все равно это единичные вот эти случаи, они, конечно, классные, но этого недостаточно. Поэтому я думаю, что и генерал Залужный, его генштаб креативно будут действовать на разных, опять же, на разных территориях фронта будут действовать по-разному, я надеюсь. Нет такого единого, что говорят вот эти эксперты на всех украинских каналах, но это одни и те же люди постоянно, поэтому... Да.
Да. Скажите, а вы, как военный человек, для себя, ну, смотрели на карту, рассматривали там в голове, моделировали ситуацию, разные варианты, там до Мариуполя дойти забрать, или просто сухопутный коридор, Бердянск, Мелитополь, вот эти все, что реально возможно, как вы думаете, или это так не работает? Так не работает. Не работает. Потому что у меня нет полной картины, потому что я не знаю, у меня нет разведки, у меня нет, мне никто ничего не докладывает. Опять же, на разных фронтах погодные условия, там много. Я не знаю, сколько у нас пушек, я не знаю, сколько у нас снарядов, я не знаю, что разведка докладывает. Так нет. Все это неблагодарное дело, да, так моделировать ситуацию? Нет, Что... почему? Это очень благодарное дело. У Фегина и Арестовича, я думаю, им очень многие благодаря, они неплохо, по-моему, комфортно себе создали жизнь. Это очень благодарно. Это бесспорно, бесспорно. Когда ты можешь предсказывать и предвидеть. Ну, конечно же, любой военный человек смотрит на карту и пытается понять, что происходит и откуда происходит, или почему это произошло, или почему они сдвинулись здесь, а отступили там, или почему они здесь сейчас могут попасть в окружение или в эти клещи, а могут и не попасть. И вот эти вот все предсказания многие, конечно, они же не сбывались, да, они не знали. Их не было, потому что это придумали, это был вброс, который они хотели, чтобы услышали, или чтобы они разнесли, или правда они в это поверили. Знаете, у меня родственник был, я его как-то попросил мою бабушку лечить руками, сказать ей, что он может лечить руками. И ей помогло. Ей помогло. Правда, психологически ей помогло, когда он ее лечил руками. Вот. А потом он сам поверил, что он может лечить руками. Ясно. Намек понял. Поверить, что они правда военные эксперты. Или там человек украл миллион, да, коррупционер какой-то, а потом поверил, что он правда какой-то великий бизнесмен. И вот он будет вас, там, человек, который там молодой, там, сам построил какой-то бизнес, он будет вас учить, как нам управлять бизнесом, потому что он великий бизнесмен. То, что он спер этот, он не заработал этот миллион, не важно. Он сам. Очень много в последнее время, в том числе в американской прессе, и сейчас это, понятное дело, не случайно в украинское медиаполе, в украинское медиапространство выбрасывается корейский вариант, что якобы к этому готовятся, и очень много про выборы, которые должны будут состояться либо осенью, и пока это сложно мне в голове представить, когда вот сейчас бомбят Киев каждый день, и не только Киев. Вот сейчас мы общаемся, а воздушная тревога в Киеве, в области, в других областях. Или на март следующего года. Вы как вообще это видите? Реально ли что-то подобное к корейскому варианту и ваше личное отношение к этому? Ну, я считаю, что да, я тоже это слышу с нашей стороны, что они говорят, ну вот все, мы вам дали, что мы вам дали, больше мы вам не дадим, вот у нас тоже у нас там дефолт будет, у нас больше нет денег, у нас больше ничего нету. Ленд-лиз, понятно, это сдохла эта лошадь, которую мы били. Вот все, давайте, вот то, что они толкают, общественное вот это мнение и международное, толкают Украину, говорит, давайте, переходите, то, что они называют контрнаступление, но наступление, переходите в наступление. Вот что отобьете, то ваше, а что нет, вот да, садитесь и дальше договаривайтесь с русскими, и там, какие-то мы вам дадим опять вот эти вот будапештские гарантии или еще что-то такое. Вариант, что, опять же, если у Украины будет безвыходная ситуация, то что они могут сделать? Если вот так вот он застынет фронт, он уже, смотрите, год, да, так стоит в одном месте. Если он еще год вы продержитесь, еще 2 года продержитесь, потом что-то нужно будет делать. Потому что русские могут. И это зависит, конечно, в основном это зависит от нас, от Америки, от нашей администрации в Белом доме. Дело все в том, что я думаю, что это долго не продержится. Ну хорошо, вы договоритесь. С русскими все равно договориться невозможно. Вот в моем опыте все, о чем Запад договорился с русскими, пришел Путин, и с момента Второй мировой войны он нарушил все договоренности. Все до одной.
Да. Поэтому как можно с ними договориться, я не знаю. Но договоритесь на год, на два, на три. Никто инвестировать в Украину не будет, потому что будут понимать, что война не закончилась, что они сейчас перегруппируются, наберут силы и опять спровоцируют Украину и начнут войну, потому что жить с вами рядом невозможно, потому что вы занимаетесь терроризмом, вы взорвали школу, вы взяли заложников в театре. В принципе, у чеченцев можете спросить, они вам расскажут, как это делается, как с ними сделали. Террористы, и в конце концов надо Чечню освобождать от этого. Хотя там было дофига этих договоров, дофига этих договоренностей, перемирий, и то, и все, это десятое, но каждый раз их обманывали. И мы имеем, что мы имеем. Поэтому, опять же, вы должны меня понять, я человек военный, у меня или победа, или смерть. Поэтому я считаю, что Украине надо очистить свою землю от них, как это сделал Израиль. Почему в Израиль инвестировали? Потому что сколько на Израиль не налетали они все равно их вышибали. Они их вышибали из обоймы и гнали обратно. Тогда люди поняли, что Израиль – это страна, которая может защитить себя, у которой начали инвестировать, их армия стала отстраиваться, экономика стала отстраиваться. А если это ни туда, ни сюда, то я думаю, что в случае Украины корейский вариант не сработает, потому что это не Корея. Во-первых, это две разные страны, это не одна страна. Где идет в Корее же, это была одна страна. Во-вторых, там был Советский Союз, противостоял Соединенным Штатам Америки. Это они были игроки, а здесь Америка не противостоит России в этой войне. Вы меня немножко опередили по поводу аналогии с Израилем. Невозможно, корейский вариант, это же, наверное, и пресса, и эти инсайдеры, и я не подразумеваю прям точно такое же точное повторение по какой-то параллели или что-то подобное. Я имею в виду сам факт некого вроде как замороженного конфликта, но при этом с подписанием документов, не таких как Будапештский меморандум, более серьезных. Возможно, с вступлением в НАТО, возможно ли, кстати, разместить американские базы или британские без вступления в НАТО, быть каким-то там партнером, что-то в таком духе. Базы стоят и в Японии, и в Корее, и они не в НАТО. Это да, это для этого нужна политическая воля, для этого много чего нужно. Но на сегодняшний день мы даже не помогаем Украине выиграть войну. Но и проиграть не дает США. Да, у нас здесь получается больше афганский вариант, где мы даем стингеры, где мы даем джавелины, где мы даем такие вещи, где вы будете их истощать, но платить огромную человеческую цену за это. А как вы считаете, почему Байден не дает больше? То есть F-16, те же самолеты. Кстати, вот вчера или сегодня было сообщение, что администрация Байдена запрещает готовить украинских пилотов, там какие-то базовые вещи показать, но без реальной практики. Я в шоке немножко от таких заявлений и понимаю, что под это наступление нашей Украины никаких, вы сами сказали, мы в небе уступаем очень серьезно, без вариантов. В чем смысл для Байдена? То есть они реально до сих пор боятся Путина или как это работает? Они это говорят. Они это говорят, что боимся эскалации, хотя куда еще больше эскалации. Они все боятся эскалации, оно все эскалирует. Наши два сенатора и в основном, сегодня это Майк Маккол, который председатель по комитету по международным отношениям республиканцев Техаса, и Томас Кин, республиканцы из Нью-Джерси. Они написали письмо, они написали выступление, благодарят Великобританию за то, что они берут лидерство, за то, что они дали Storm Shadows, и не понимают они, почему президент Байден не дает Украине атакамс, почему он не дает танки, почему он не дает артиллерии достаточно реактивной и так далее, и так далее. Почему? И вот они там говорят, что это позор Америки, позор тому всему. Также сенатор Грэм, выступая перед Конгрессом, опрашивая
Блинкина, нашего министра иностранных дел, сказал, что 100 сенаторов, то есть весь Сенат, и демократы, и республиканцы, давным-давно уже проголосовали или дали резолюцию по тому, что объявить Россию государством, спонсирующим терроризм. Он его спрашивает: вы никогда этого не сделаете? Ну, Блинкен говорит: ну, никогда не говорите никогда. Но они не делают этого. И вот что меня, конечно, поражает, то, что в украинских СМИ, во всех этих, все эти эксперты уже давно, один Пинковский, по-моему, еще 6 месяцев тому назад сказал, что F-16 идут, по-моему, неделю тому назад он сказал, что они уже в Украине, вот он такой знаток этого всего, с ним, ему Валера докладывает все время. Да. Валера там, он вольно, он говорит: что там, милый звонит, говорит, там, с Валерой поговори, там, Марк, что вы там делаете, что вы там, без меня не можете вообще воевать. И вот это слушают всех этих людей украинских, и они в них уверили, что F-16 идут. Я могу сказать, что это неправда, F-16 Америка не дает, и никаких пилотов не обучали этому. Были 2 или 3 украинских пилота, которые им показывали, как летают F-16, их тренировали на F-16, но это было больше по обмену как бы опыта, чтобы они знали, или, может быть, чтобы они потом кого-то обучили. Но это не массовое обучение. Ну и потом пилотов обучить не сложно. И то, что они говорят, что это будет сложно, обучить пилотов, это тоже неправда, потому что в моем окружении очень много пилотов, у меня родственники пилоты, и они говорят, что нет. Эти F-16, они сами летают. Эти машины, они умные. А украинские летчики чрезвычайно умные. Летчики — это единичные вещи. И если он может летать на советском истребителе, то он полетит и на американском истребителе. Они говорят, это пример, как пересесть там с Форда на Теслу. Да, надо немножко там электронику, оружие, там чуть-чуть надо потренироваться, но это не займет долго. Долго займет инфраструктура, механики и так далее, и так далее. Но опять же, мы все умеем водить машину. Да, может быть, займет какое-то время пересесть с легковой машины на полугрузовую машину или наоборот. Но в принципе мы знаем. А вот чинить и обслуживать эти машины, вот это сложность. То же самое с патриотами. Управлять. Мой зам в НАТО, майор, он был командиром батареи патриотов. Я часто с ним об этом говорю. И он сказал, когда это было, он мне сказал, что нет, управлять батареей не сложно обучить, а вот обслуживать сложно. Это сложнее. Всегда обслуживание сложнее, чем управление. Опять же, там может сравнить с машиной или еще с чем-то другим. Обучить их сложнее делать, как ремонтировать. Поэтому, опять же, это дезинформация, это для того, чтобы это дисбалансирует людей на фронте, солдат, потому что говорит, вот F-16 придут, сейчас придут, все, сейчас придут, а оно не приходит. Вот сейчас дадут танки, вот сейчас не придут, а они не приходят, они придут там осенью, придут 31 танк. Чего 31 танк, тоже непонятно. И вот это введение... И вот это вот введение людей в заблуждение, это деморализирует воинов и деморализует людей на фронте. Поэтому я частенько говорю, и я некоторым сказал в лицо, и, конечно же, они больше со мной не общаются. Я сказал, что кровь украинских солдат, украинского гражданского населения, украинских детей на ваших языках. Вы несете чушь ради просмотров, ради лайков, не берете в учет, потому что, я как бы отношусь, что эти люди не только, не берете в учет других людей, не понимая, не имея знаний в этом ни в чем, даже узких. И у Гребенщикова, я часто привожу это в пример, у Гребенщикова есть такая песня: жаль, подмога не пришла, прикрепления не прислали, нас осталось только 2, нас с тобою. Потому что солдаты так чувствуют, когда им обещают, что сейчас будет, сейчас подмога, вы там держитесь, они держатся, они, товарищи гибнут, они калечатся, а подмога не идет, подмоги нет. И это только забирает таких людей, вот как у меня была передача пару дней тому назад, или день тому назад с
с Владом Журавль, азовцем, который тяжело был ранен, попал в плен, молодой человек. Только вот они знали, что они погибнут. И они рассчитывали на это, они ничего не ждали, ни помощи, ни отключения. Они знают, что для них все это такое, они будут стоять до конца. Так же, как и это делали ребята в Донецке, в аэропорту, так же, как это делали польские гусары во Второй мировой войне, одевшись в парадной формой, на лошадях, на танки пошли, понимая, что их подвели, понимая, что им говорили, не надо мобилизоваться, а потом бабах, и немцы с советскими их начали дербанить. То же самое, когда в гетто в Варшаве восстали еврейские дети и продержались там несколько месяцев. Они что думали, что потому что они там восстали и убили пару немецких солдат, то сейчас вермахт им сдастся? Нет, они понимали, что их убьют. Но они это решили сделать на своих условиях. Но в основном люди на войне, 99% на войне солдаты, они не пошли туда умирать. Они не пошли туда, они хотят выжить. Они хотят выжить, они хотят верить, что подмога придет. Подмога идет мало подмоги. Она идет, но очень маленькая. И поэтому я надеюсь, что наступление будет креативным. А я не думаю, что Украина может себе позволить, вот я и слово это сказал, позволить украинские войска идти в лобовые атаки. Угу. Скажите, опять же, из прессы, в том числе американской, ну, больше европейской, иногда такие проскакивают, нет этого вооружения, чтобы 4 смены клепать и боеприпасы. Но это же неправда, есть же это вооружение на самом деле в Америке, и много. Да, я считаю, что она у нас есть, но снаряды, патроны, снаряды, да, надо клепать. Они имеют заканчиваться, но, допустим, там танки, гаубицы, хаймарсы, это у нас все стоит в пустыне. В некоторых, у нас тысячи этого всего стоит. И 10% не можем дать. Почему? Ну, пакетами миллиарды можем давать, хотя у нас скоро банкротство, да, страна. А это не можем давать. Ну, понятно, что происходит, что почему вас, например, нет на Freedom или это на Вины, фабрика на Вины, ну, таких главных каналах государственных украинских. Почему там меня нет, Илларионова нет? Там нет того же Сергея Любарского, Бориса Пинхуса, сержанта Андрея Азаркина, тот человек, который служил в американской армии, который воевал. Азаркин, который чрезвычайно за Украину все время ратует, выступает везде там. Я даже не говорю о Илларионове. Потому что нам нельзя быть этого, они политизировали это, потому что в этих пакетах как раз наших есть бюджет для этих каналов. А сами знаете, кто платит, тот девушку и танцует. Поэтому Бога то, что только за Байден приде порядок наведе, вот ему спасибо, вот ему спасибо. Хотя уже вся Европа уже говорит, что он не делает достаточно, Белый дом не делает достаточно. Наш Конгресс, уже 100% сенаторов, демократов и республиканцев у нас в Конгрессе тоже недовольствие идет этим. Белый дом упирается. Но преподносится, что это американцы, что это республиканцы, что это, вот не дай бог, Трамп и так далее, и так далее. В 2016 году это прокатило, что он там друг. Уже Дурхам репорт вышел, что это все брехня, что это все придумано, что это все оплачено Клинтовской избирательного комитета, что это криминально все. Что нужно, что уже шифта такого нашего конгрессмена, у него глаза выпущены, который вот все время это проталкивал в Конгрессе, в Сенате, что это сговор Трампа, что у него есть документы, что у него есть доказательства. Сейчас уже резолюция пошла, что его надо убрать с Конгресса, потому что он врал. Он врал людям, и это раскалывало, раздербанивало нашу страну. Это так нельзя делать. Это дело. Вот. И таким образом затянули Украину в нашу политическую борьбу. Затянули Украину, и выглядит так, что Украина занимает какую-то одну сторону в нашей политической борьбе. И это неправильно, потому что если придут республиканцы, или если будет республиканский президент, а еще если, не дай бог, будет Трамп,
Что же вы будете делать-то? Он сказал, вы первый раз в 2016 году так делали, и я помогал и делал все, что мог. А сейчас и вы продолжаете это делать, когда уже вам и войну повесили, и сдали, и слили, а вы все равно вот... Потому что вещают односторонне, однобоко. Это. И даже президента Зеленского в это втягивают, вешают и говорят у него, что он вот то-то, то-то сказал. Хотя я слушал, ничего подобного он не говорил. И уже даже... Вы сами затронули эту тему, это очень важно, будем так говорить, политическую. Получается, сейчас Украина – это один из важнейших элементов предвыборной кампании Байдена. Байден не может, ну я так считаю, вы скажете свое мнение, я считаю, Байден не может идти в следующем году на выборы президента без решенного вопроса в Украине. Он потратил громадное количество денег американских налогоплательщиков. И как он может идти без результата? Ему надо что-то показать перед выборами. И это показать нужно не в августе месяца следующего года, а гораздо раньше, чтобы это все, ну, политика. В то же время я наблюдаю, как вы на вашем канале тоже иногда, так как и я, отбиваетесь от тех, кто там про Трампа задает разные вопросы, глобальное непонимание. Люди не понимают, что и Крым забрал Путин, и ЛДНР создал при Обаме. А они говорят, люди эти, которые не понимают, что Трамп что-то не сделал. Я говорю, при Трампе ничего не происходило. Трамп, наоборот, помог Украине. Глобальное непонимание. Вот как вы все это увязываете, какой у вас взгляд на это все? В плане Байден, Трамп, как это все? Да, это понятно, это не только Байден, Трамп. Если разбираться это и посмотреть издалека, вот с чего я считаю, это все началось. Опять же, впечатление, что я во всем участвовал в этом. Мало или много, но как-то я оказывался во всем этом. Будапештский меморандум, вот с него все это началось, где мы даем заверение, что мы будем помогать, что мы будем делать, и Россия, и все остальные, то, что мы не нарушим границу Украины. Потом, как-то так получается, что Будапештский меморандум, опять же, это при Клинтоне, я хочу сказать, что Клинтон, Обама, это одна банда. Клинтон, Обама и Буш, это тоже там с ними. Это вот один клан там. Папа президент, сын президент, муж президент, жена президент. Вот сейчас Мишель Обаму вытащит, я уверен, тоже будет. И вот эти кланы. И так вот получилось, что это был Клинтон при Будапештском меморандуме. А в Будапеште кто у нас был посол тогда, который вот это все организовал? Правильно. Папа Блинкена, сегодняшнего нашего министра иностранных дел. Да, вот так вот бывает. Случайности такие бывают, да. Понимаете, что это все не случайность. Потом при Обаме они договариваются с Путиным обо всем. Договариваются с Путиным, чтобы цены на нефть были, что все в Давосе это было обсуждено. Как они договорились, в 2008 году он прыгает на Грузию, начинает войну в Грузии, когда Буш уже хромая утка приходит. Обама присылает Клинтон с красной кнопкой, все, про Грузию, все у нас забыто, да и вообще в ООН даже выходит, что Грузия начала войну, а не Россия, потому что Грузия первая выстрелила по российскому танку, который был в Цхинвале. Логика железная, да? Российский танк в Киеве, вы по нему выстрелили, ну, значит, вы начали первую войну. И Путин говорит, что он понимает, что было при Буше даже. Он, когда в 2008 году зашел, он сразу прислал наши корабли в Черноморский бассейн. И Путин тогда оттянул. Но когда пришел Обама, все с красной кнопкой, перезагрузка, перезарядка, как они там еще это называли. И вот это вот пошло с Обамой. Ну и потом начался Крым, сдали Крым. Байден отвечал тогда за Крым, за Украину. Он был, в принципе, президентом США по вопросам с Крымом. Баризма, там все это все знают, $1 миллион, не дадим $1 миллиард, если да. Того всего. Крым взяли, Байден звонит Турчинову, это говорит Турчинов, и говорит, не сопротивляться, иначе мы вас санкционируем и задушим. Все, не сопротивляться, не эскалировать. Потом, в общем, там что-то. Конгресс наш, республиканский, голосует, чтобы дать летальное оружие Украине. Обама и Байден накладывают на это вето.
До этого было не только вето, а было еще и эмбарго на оружие для Украины. Почему было эмбарго? Потому что когда мы шли в Ирак, вошли, было сказано, что Украина продала кольчугу иракцам. Мгм. Был летчиком, я думал, по моему племяннику будут они стрелять этой украинской кольчуги. Вот украинцы вечные предатели такие. И мы лепим Украине, Буш лепит Украине, влипает эмбарго на оружие. Но потом выясняется, что украинцы не продавали кольчугу. Откуда это вышло? Это вышло тогда, в то время, зампосла, это написала этот отчет, и это наша разведка схватила, как обычно, разведка что-то услышала, принесла, доложила. В общем, это не украинцы продали кольчугу, а то ли сирийцы, то ли еще кто-то им продал. Так получилось, что тогда зампосла звали Мария Йонович. И бах, при Обаме она возвращается в Украину как посол. Случайности, да. Опять случайность, еще одна случайность с Украины. И теперь они говорят, значит, Крым, Донбасс начали, зеленые человечки, как с гуся вода, ему ничего не с ними. Как и за Грузию, сбитый самолет малазийский, все как с гуся вода. Никто с него ничего, никто его пальцем не трогает, никто ничего ему не вводит, ничего не делает. Должна была прийти Клинтон, уже праздновали все хорошо. И вот когда пришла бы Клинтон, вот тогда власть, как и в Грузии, меняется в Украине. И все чин-чинарем у нас. Поделили. Все поделили, все мы. И вот этот Давос существует, все зарабатывают, они, не мы, они. И у всех все хорошо. И сынишка пристроен, и все нормально. Но им сваливается на голову это исчадие ада Трамп. Тот, который ни у кого денег не брал, в политике ни в какой не участвовал, лоббистов да на дух не переносит, тоже деньги он их не берет. И он вводит санкции против Северного потока, снимает эмбарго на оружие для Украины, снимает вето, которое было наложено, и вот тогда поступают джувелины и стингеры, снайперские винтовки в Украину, чем и отбили первоначально этот нахрап. Вводит наши корабли перманентно в Черноморский бассейн, вводит обратно второй флот, который был расформирован Клинтоном, потому что Советского Союза уже не было. Проталкивает закон через наш Сенат, что Крым никогда не будет признан ничем, кроме, в 2019 году, ничем, кроме украинским. Короче, делает все эти вещи. Но я уже не говорю там про Израиль, арабы, про Косово и про Сербию, и про Северную Корею, когда израильтяне, арабы создали мир, и он не дал ни одной песчинки, израильтяне не должны были давать. Когда вернули наши, а все говорили, что будет война, никакой на него. Когда Северная Корея вернула останки всех наших воинов, ни одной рисины он за это им тоже не дал. И вот они тогда стену строил, значит, а Мексика платила. Все, что он говорил, и над ним смеялись, что он несет чушь, у него все это получалось. Да, он говорил такие вещи, я сам не говорю, что он говорит, что он несет. А потом выясняется, что вот о чем шла речь. Вот, а он, оказывается, это сделал. И теперь, значит, выносится то, что он ничего для Украины не сделал. Опять же, как он ничего для Украины не сделал? Приходит Байден, он первый же день, он снимает санкции Северного потока, кладет санкции на наш Северный поток, Keystone Pipeline, цены на нефть взлетают, запрещают добычу нефти и сланцевого газа, цены взлетают вверх, забирает наш флот с Черного моря, говорит, что если это будет большое вторжение, это нехорошо. А небольшое вторжение, ничего страшного. Никогда не присылает посла в Украину. Год
посла, даже не назначает посла. В конце концов, когда начинается война, он уводит наше посольство. То, что мы даже не сделали в Афганистане при позорном побеге. Не увели наше посольство оттуда. Ну, я могу, это уже мы 1000 раз это все обсуждали. И теперь, уже когда не знают, что еще, и каждый день, а вот Трамп сказал, и я уже устал каждый день говорить, нет, этого он не сказал. Нет, вы выдернули это из контекста. Нет, вы это не так понимаете, украинскую Перевод, да? Вот это некорректно. Вы не понимаете культуру американскую, да? Он говорит, а он сказал, что Путин там гений. Он сказал, да, он сказал, Путин гений. Он не сказал, что он гений, он сказал, гениально. Гениальный поступок. Все так делают, когда они хотят мира, что Путин называет, что он хочет мира. Они вводят танки. Вот это они вырезали. Просто сказали, что он сказал, что это гениальная идея. Знаете, и это без конца, и без конца, и без конца, что он сказал, а вот он сказал, а вот он сказал. Ну и уже они уже не знают, теперь не... И я перестал комментировать на это. Потому что завтра вы мне опять скажете, а вот он сказал. Давайте смотреть, разбирать, что он делал. Что он сделал для Украины, что Байден сделал для Украины. Вот действия, которые они принимают. Конкретные. Ну и, конечно, тебя убирают с телевидения, тебе затыкают рот, этого нельзя говорить, это вот хорошие русские там будут это все объяснять. Ну и уже я ничего не знаю. И что он, самое главное, я считаю, что он, на что они рассчитывали, это то, что Зеленский уйдет. Когда ему предложили убежище, он предложил 2 раза. В Америке это стало мемом, когда Зеленский, значит, президент говорит, мне не нужно такси, мне нужно оружие. Вот с тех пор он говорит, оружие. Он говорит, дайте оружие. Уже его затыкают, что не проси. И, ну, я не участвую в ваших внутренней политике, да. Я не знаю, там, что, вот мне часто пишут, что тебе Гончаренко нравится, Алексей этот. Ну, мне нравится, потому что он единственный, который орет у нас в Конгрессе, в парламенте, в Великобритании, и говорит, оружие дайте, а вы должны нам оружие, вы обязаны, вы нам должны. Он правильно говорит, он требует это. И потом мне нравится его одесский говор. То, что я слышал на Брайтоне, в чем я вырос. А так я не знаю, в каких там партиях он участвовал, не участвовал. Я знаю, что и Рейган был демократом, потом стал республиканцем. И Трамп был всю жизнь демократом, потом стал республиканцем. У нас тоже не всегда ты остаешься в одной партии. Ну, и у меня менталитет другой. И вот теперь они вышли, значит, с тем, что теперь Зеленский сказал. Трамп не сделал достаточно. Во-первых, если послушать это интервью, я не знаю, кто этот поц, который там сидит, и он задает Зеленскому, президенту другой страны, чтобы он сказал ему, что он думает про, если человек будет президентом. Не всех кандидатов, а только одного, Трампа. Ну, в принципе, он его подставляет. Да. В принципе, он его подставляет. Говорит, что вы думаете? Я считаю, я слушал, что Зеленский сказал по-английски. Он хорошо говорит по-английски. Он, конечно, то ли его актерские навыки хорошие, то ли еще что-то, то ли он правда хороший дипломат. Он вышел из этого довольно-таки достойно. Он сказал, да, могли помочь, мог сделать больше для нас, президент. Спасибо, он всех поблагодарил двойную партийную систему и демократ. Все он сделал, это правильно. А потом он говорит такие вещи. Он говорит, мог, конечно, он сделать больше, чем он сделал, Трамп. Но он говорит, никто ничего не сделал. Тогда никто ничего для нас не делал. И он повторяет, никто. То есть, он не говорит никто, кроме нас самих. Он и Украину в это включает, что, мол, мы тоже ни хрена не сделали. А почему? А что мог сделать Трамп? Как он мог воевать с Россией из-за Украины? Он уже и Крым признал, что это только будет там. И оружие дал, и флот вел, и много, и бомбардировщики наши стратегические все время летали, и консульство закрыл российские все в Соединенных Штатах Америки. Это он сделал все, это при нем все это было. Что он еще мог сделать? Войну начать с Россией из-за Украины. Дипломатические отношения порвать. Что еще он мог сделать? Санкции еще какие-то ввести помимо... Байден снял эти санкции. Все равно бы снял эти санкции. И потом он все это отдал права Конгрессу. Потому что его обвиняли, что он снюхан с Россией. Сказал, хорошо, все, что касается России, пусть Конгресс решает. А тогда уже пришел демократический Конгресс, они ничего не решали.
Но я хочу сказать, а что он мог сделать? Или что вообще американцы могли сделать? С 14 года до 20 февраля 22 года, вы меня извините, украинцы, братцы, но у вас были дипломатические отношения с Россией. У вас были посольства функционируют. Это Да, где вы факт. какую-нибудь страну, которая говорит, мы с ними воюем, и у них и одновременно у них дипломатические отношения. Нету такого в истории я не думаю, что можно привести. Вот у Северной Кореи, у Южной Кореи дипломатических отношений нет. У нас нет с Северной Кореей дипломатических отношений. У нас с Ираном нет, с Сирией нет дипломатических отношений. Как же, если у вас с ними дипломатические отношения, извините, вы с ними не воюете. Если у вас границы не закрыты, и по внутреннему паспорту вы можете ездить туда-обратно, даже без у вас хуже отношения с Америкой, потому что вам нужна виза в Америке, а в России нет. И России обратно не надо. Что вы хотите, чтобы Трамп сделал в этот момент, когда каждый год растет торговля с Россией? Каждый Абсолютно год, согласен. до 22 года растет торговля. Вы что, а Трамп должен прекратить торговлю с Россией? Украина сама ничего в принципе не делала. Она продолжала как бы закрывать глаза на Крым, на Донбасс. И дождались мы вот что дождались. Почему я и не верю в то, что если будет что-то вроде корейского перемирия, или там перемирие, или остановится, где это остановится и будет просто на изношение, износ, то все равно они рано или поздно накинутся на Украину. Россию нужно уничтожить в той форме, в которой она сегодня существует. С этой Россией не только Украина, весь мир, весь цивилизованный мир, мы с ними на одной планете жить не сможем. Ее надо отнять все ядерное оружие, все наступательное оружие, да и дубины надо отнять. Даже если им дать дубину, они с дубиной на кого-то нападут рано или поздно. Поэтому это надо менять структуру России. Не вот эти вот хорошие русские, там Каспаров, кто там еще, там, Навальный, и там, кто они говорят, что они придут к власти и будет все хорошо, будет все, они будут дружелюбны ко всем, они будут, ни черта, не верю. Они будут такими же имперцами, они будут делать то же самое. Рано, потому что они всегда так делали. Все говорили, что придут лучше, вот придет Ленин, будет лучше, придет Сталин, будет лучше, придет Николай II, Александр II, будет лучше. Нет, лучше не становилось никогда. Как было при царе Горохе и Иване Грозном, так и до сих пор остается. Поэтому там не людей, как вот вы говорите, очень часто не людей надо менять, а систему надо менять. Структуру, вот из чего фабрика, из чего сделано, надо менять. И России тоже, ее надо менять. Мы не уживемся с ней в сегодняшнем мире больше. Она рано или поздно, правда, ударит по кому-то ядерным оружием. Вот вы опять меня немножко опередили, у меня это было в задумках то, что я хотел с вами обсудить. Вы сказали, я хотел спросить у вас, как эту бешеную собаку Путина вообще усмирить и что делать с Россией для того, чтобы не повторилось. Потому что мы с вами понимаем, как было с Гитлером, политика миротворения, она ничего не сделала, она усугубила ситуацию, не понял мир, опять наткнулись на то же самое. Но вы говорите ядерное разоружение. Звучит класс, и я этого хочу, но я не могу пока... Это для идеального мира супер рецепт. А в реалиях вы в это верите, что это возможно сделать? Ну, мы это делали, я в этом участвовал, мы это делали, когда еще при Советском Союзе. Когда мы договорились с Советским Союзом, что детант, вот это был это был Никсон и Брежнев, они начали это. Но опять же, это, конечно, были другие времена, другие люди. Да. Потому что оба они помнили Вторую мировую войну. А Брежнев вообще войны боялся. Он боялся больше всего войны. Так как он был на войне, он был ранен, он ходил в атаке. Он понимал, что это такое. Это не парады. Хотя парады он тоже любил. Но он боялся войны. И Никсон тоже. И в Конгрессе у нас тогда сидели в основном люди, которые помнили Вторую мировую, которые были участниками Второй мировой войны. И поэтому даже ядерное разоружение, еще детант начался при них. Ну, не так сильно, но он начался. А потом уже, когда Советский Союз развалился, тогда уже началось серьезное разоружение. И частью этого было то, что Украина, Казахстан и Беларусь отдали свое ядерное оружие России за американские деньги.
думая, что это сработает. Но это не сработало, как мы видим, а наоборот ухудшило. Поэтому ты никогда не знаешь, что будет через 30 лет. И я помню, даже когда вот этот Будапештский меморандум подписывался, как наша сторона, там британцы, мы, я сейчас не помню, еще кто-то из европейцев говорили, украинцам говорили, подождите, вот, ребят, вот вы сейчас делаете это, а что будет через 20-30 лет, вы не знаете. И ваш брат может повернуться. Но тогда это было бесполезно говорить, потому что эти люди, которые опять же там сваливают на Кучму или еще, я не помню, там президент, Да, сваливают. Нет, это же не так было. Там же участвовал не только президент, не только там были дипломаты, там были военные, там были индустрии, там были эти конструкторные бюро, там были ученые, там было много разных людей, которые в это не заняло. Там были юристы, там политики, многие, кто участвовал в этом. И дело все в том, что эти постсоветские, опять же, надо понимать, что это был 95-96 год, они все друг друга знали. Они все друг друга знали в лицо. Он говорит, они все говорили по-русски. Он говорит, там, Коля, мы с тобой там служили вместе, там, Вася, да, мы с тобой в одном институте работали, да, так что ты будешь пиндосам этим верить? Нет, давай, вот все, давай это. Поэтому сегодня на это смотреть, да, мы видим это другими глазами, а тогда это было совершенно другие мозги там были, другой опыт, другие глаза были. Они не могли предвидеть там 30 лет вперед, и хотя мы их предупреждали, что в нашем опыте это иногда может поменяться. Твой союзник, твой лучший друг, твой брат, твой братский народ может оказаться твоим врагом очень быстро. Вот. Угу. Еще такой, опять же, к этой теме важный вопрос. Многие люди мне его почему-то задают. Мол, почему так получается? Значит, Америка открыто объявляет, если там в 25-м или 27-м году, не дай бог, Си Цзиньпинь, Китай пойдут на Таиланд, Америка четко сказала, будем воевать за Таиланд. То же самое они сказали за Южную Корею, если там Ким Чен Ыну что-то придет в голову сделать, будем воевать. И даже ядерный удар нанесем, если Северная Корея задумает это сделать против Южной. А про Украину так США не говорит. Что вот сказали бы, если за Украину будем воевать, войны бы не было. Я гражданин Украины. Но я понимаю, что есть интерес первичен у каждой страны за саму себя. И почему, собственно, так должно быть, если мы наделали кучу ошибок, нам нужно заниматься собой. Но это не тема разговора. Вот вы как ваше видение этой ситуации, почему так происходит? Потому что, как сказал дедушка Ленин, просто не были октябренком и пионером. Как сказал дедушка Ленин, он сказал, что херню нести намного легче, чем бревно. И потому что они несут... Что это значит? Ну, они сказали, что да, где документы, которые подписаны, где договоры об этом? Да, Южная Корея и Тайвань считаются друзьями Америки и НАТО, за которых как бы они попадают под их крыло. Есть такие страны, которые не часть НАТО, но они считаются союзниками по НАТО. Знаете еще, какая страна была такая? Какая? Афганистан. Угу. Вот этот статус, который пытается Украина добиться в НАТО сегодня, этот статус был у Афганистана. И что? Бросили их. Бросили всех союзников, бросили людей, которые сейчас фильм вышел, Covenant, по-моему, переводчик по-русски, где бросили там этого переводчика, и этот спецназовец возвращается, там спасает его семью. Был такой, после того, как мы драпанули и бросили всех союзников, Борис Джонсон 36 часов не мог дозвониться Байдену, тот не отвечал телефон, не мог понять, что происходит. Украинские солдаты выводили автобусы, выводили самолет, прислали, чтобы забрать там гражданское население. Да? У меня есть программа, такая называется Pineapple Express. Вот это как раз на моем канале. Есть как раз вот про этих спецназовцев, которые быстро собрались и поехали спасать своих товарищей, когда мы уже оттуда ушли. Быстро они организовались.
И да, спасли 600 человек. У меня даже есть программа с одним таким парнем, Ньютон его зовут, Хауард Ньютон по-английски. Она на моем канале, он участвовал в этом, но он сильно там в детали не входит. Никак не подумайте, смотря на него, что он мог быть спецназовцем и так далее. Но неважно, это другое дело. Если вы посмотрите израильский этот сериал «Фауда», там тоже они не все Шварценеггеры. Да. Это обыкновенные люди. И они поехали спасать этих своих людей. Так в чем дело, что вот даже не только мы их там бросили, наша администрация байденская передала список Талибану этих людей. Говоря, нет, ну мы же передали им список, те, которые с нами сотрудничали все эти годы, что если они захотят уйти из Афганистана, чтобы Талибан их выпустил, потому что мы их примем. Логика нормальная, да? Конечно же, Талибан убил всех этих людей. Всех их семьи повырезал. Это на руках сегодняшней администрации. Об этом тоже никто ничего не говорит. Не то, что мы их только там бросили, мы еще передали списки тех, кто с нами вот служил и все. Поэтому говорить, что скажут они вам, что вы их друзья, Украина, а поступят с вами, как и с Афганистаном. Говорят они Тайваню, что да, мы нанесем ядерный удар. Зависит от тех, кто сегодня у власти. Если есть политическая воля, то мы это сделаем. Если нет, то не сделаем. Наши генералы уже давным-давно в отставке. Я могу их назвать. Генерал Келли, мной очень уважаемый. Наш Наполеон, генерал Петреус, который сказал, это что это в Бенгази там произошло, я глава ЦРУ, а у них там Стингер оказался, который в наш вертолет с морскими котиками влетел, но не взорвался, потому что не знали, как им пользоваться, и вы смогли прочитать номера. Оказывается, Госдеп, госпожа Клинтон им передала это. И сразу же нашли у него любовницу, и все. Генерал Маттис, такие величины. Они говорят, что если бы мы хотели, эта война давным-давно закончилась. Если бы мы дали Украине то оружие, которое мы должны ей дать, эта война бы давным-давно закончилась. Украинцы хотят, могут и умеют это делать. Вот здесь есть два вопроса. Мы немножко не закончили перед этим. Так все-таки. Почему? Почему не дают? Да. Опять же, Конгресс и Сенат и то есть американский народ хочет, а Белый дом не дает. Да, почему Белый дом не дает? Вот Байден. Потому что я думаю, что у них был договор с Путиным. 3 дня, посольство увели, президент должен бежать, украинский народ сопротивляться не будет. Всех подкупили, генералы коррумпированные. Заходите, берите власть, меняйте, ставьте своего человека туда. Поэтому они выстроились в колонны и пошли. Поэтому он сказал, если будет небольшой захват, то ничего страшного. Посольство увели, посланника когда-нибудь. Они договорились. А пошло не так. Президент остался. Армия смогла воевать. Она оказалась боеспособной, подготовленной более не менее. Народ сам встал. Русскоязычные города не встретили их с хлебом и солью. Оказались, эти русские не хотят быть русскими. И все пошло не так, как они планировали. И теперь надо менять. Теперь они выравнивают фронт и пытаются разделить, пытаются это отложить на потом. И администрация наша, видимо, говорит, вот эта банда наша, Клинтон-Обамовская, Бушевская, говорит, что хорошо, вы не сделали за 3 дня то, что вы обещали, как мы договаривались, за 3 дня взять это все закончить. Не за 3 дня, не за 3 месяца, и, видимо, за 3 года не сможете это сделать. Поэтому нужно менять. Поэтому надо сейчас вам окопаться, фортифицироваться. Мы пихнем украинцев переходить вот это, то, что вы называете контрнаступлением или наступлением, в лобовую по всему фронту. Конечно, этого не будет. У вас генералы не кретины. Это там на главных каналах украинских, там это не вот эти
гении могут это рассказывать, эти сказки. И все, и что отвоюете ваше, а что не отвоюете, нет. И все, тогда что-то вроде этого корейского варианта. Но я думаю, что народ украинский это не примет. Так, Гарри, во-первых, это как-то не по-американски. Я вообще не сомневаюсь, что могло такое быть. Звучит очень не по-американски, во-первых. Во-вторых, а для чего это? Я мотив хочу понять Байдена. Потерять такое влияние в центре Европы, рядом с Россией? Ну, смотри, я считаю, что они враги Америки. Они первоначально, это Давос, это социалисты. И Обама это показал, их идея разрушить Америку. Уничтожить Америку в той форме, в которой она существует. А она для них российская, капиталистическая, а Давос это социалистические идеологии, это школа, вот эта франкфуртская школа. Они враги Америки. А Украина им не нужна. Украина будет мешать, Украина будет примером. Почему Обама и Байден, они с Израилем не дружат? Потому что, опять же, они вот эти все восстания, все эти социалистические идеологии, там, все это, то, что там это, опять же, там есть это то же самое, что и БЛМ, только евреям. Я не знаю, как еще называется. Эти те же самые идеологии, те же самые настроения. И Украина им тоже не нужна, потому что это будет пример процветания, пример страны, которая разделяет наши американские ценности. А они нет. Они не разделяют с нами наших американских ценностей. Поэтому наш Конгресс говорит одно, супербольшинство, а Белый дом, вот эта свора, говорит другое, делает другое. Опять же, я вот, если я не знаю, да, я всегда говорю, надо смотреть на прошлое, надо смотреть на репутацию человека. Вот загуглите, сегодня это легко сделать. Вы загуглили, вы видите мою репутацию, вы видите там, когда мои родители приехали в Америку, чем занимаюсь, чем я занимаюсь, что я делал, что я там. Вы видите, не идеальный человек, там, что-то правда, что ну, в принципе, вы можете сложить картину. Про вас я посмотрел тоже. Да, но репутация есть. Есть репутация, есть тренды человеческие. Да, я знаю, что вы спортсмен. Я знаю, что вы ведете здоровый образ жизни, что вы показываете пример, что вы построили бизнес там сам, причем такой бизнес, где для коррупции мало места есть. И так далее, и так далее. Да? Теперь возьмите там ту же репутацию Фейгина, Швеца, Пентковского. И вы видите, вы читаете, это кошмар. Почему их крутят в украинском телевидении, я не пойму. Ну, я понимаю, но... Но это же не случайно, давайте людям скажем. Почему люди смотрят это? Вот это я... Ну, потому что, опять же, они оплачиваются. А пока они долдонят, что Байдену надо памятник ставить, а Трамп это исчадье, все это оплачивается. Это за деньги. Ну, там, возьмите там даже прошлое, и у меня было интервью с ним, и он мне брал интервью с Гордоном, да, мы узнаем вещи, есть тренды, есть люди, у которых есть тренды, у которых репутация. Но их кто-то финансирует, тот же Сорос, же и их продвигают. Теперь возьмем Байдена. Вот посмотрите Байдена, его. Вот вкратце я скажу вам его историю, его репутацию. Он ни дня не работал. Он сенатор с 25 лет. Он попал в Сенат в 25 лет. Как человек вот в 25. И с тех пор он ничего, кроме как переизбираться и быть в Сенате, ничего не сделал. Какой у него опыт, что он знает, что он построил, где он служил, где он банкротился, где он вставал обратно. Ничего. В Сенате он был. Что же он делал в Сенате? Мы знаем, это открытая информация, что в 1975 году, когда мы покинули Вьетнам, кстати, мы покидали Вьетнам с 1973 года по 1975, 3 года мы покидали Вьетнам, а не как в Афганистане, да. Мы сказали, что надо забирать тех, кто с нами служил, как эти афганцы, переводчики, помощники, разведчики,
которые нас проводили, проводники, все вот эти люди, которые с нами воевали плечо к плечу, мы должны их забрать обратно, потому что коммуняки их расстреляют. Проголосовали в Конгрессе и в Сенате. Только один человек проголосовал против. Угадайте. Байден. Если есть, опять же, репутация. Репутация у такого человека, как Владимир Буковский. По-моему, это настоящий правозащитник, настоящий человек, который заплатил высокую цену за это при Советском Союзе. Чрезвычайно высокую цену, своей жизнью, можно сказать. В 90-е годы к Буковскому попадают архивы. А тогда было, я сам работал по военно-пленным без вести пропавшим, и Дмитрий Антонович Волкогонов, главный архивист, главный историк России тогда, генерал-полковник, он проводил нас в эти архивы. Мы видели все это. Я лично видел некоторые вещи там. Даже про наших некоторых военнопленных во Вьетнаме, которые потом стали сенаторами и конгрессменами. Их дела, это были видно. Они засекречены были, потому что нельзя позорить их людей. Они все герои, неважно, реагировали на это. Но сюрпризы были. И вот Владимир Буковский достает архивы, вот такие Центрального комитета КПСС, где написано, что сенатор Байден очень хорошо относится к нам, очень правильный человек. И он приезжал, значит, там, он чаще всех бывает в Советском Союзе, и потом в России, не Трамп, там девчонок гонять по подиуму, а приезжает там. Он приезжал по вопросам детанта, разоружения и защиты прав человека диссидентов, советских диссидентов, включая моего дядю, мой дядя был диссидент, сидел там. И они пишут, что он говорит, что ему диссиденты до одного места, он даже говорить ничего про них не будет, а вот ему нужно привести там, что разоружение произошло обратно. А диссиденты у него, ну, хотя публично он будет говорить, что да, мы за прав человека, мы за диссидентов, что это в России. Но и что в Советском Союзе там нарушение, это все. Но ничего требовать от них не будет. Вот такой сенатор. Да? Ну, потом мы знаем, что произошло в Бенгази, когда он вице-президент, предательство, включая посла и морских котиков, которые сами пошли туда защищать этого посла. Они не должны были, это они отставные, они работали уже как частная охрана. Пошли и все погибли, да, потому что они кричали, что это не хулиганы, это атака, это самая настоящая атака. И они остались там и защищали, и погибли. Но ничего не сделала администрация Обамы, то есть вице-президент Байден и госпожа Клинтон, когда была четкая система, как надо действовать. Ну, и Афганистан, будут утверждать, что это Трамп договорился. Да, но Трамп также договорился и в Сирии, как и в Афганистане. Там оставались наши войска, там все выводилось постепенно, там забиралось. Не то, что в один день бросили и свалили. Так не делается. Это все равно, что сказать, вы сказать, что надо валить этот дом, развалить. Да? А потом прихожу я и беру, и я его развалил. А вы говорите, а зачем здесь там люди погибли, там собачки, все это, пожар начался, все как-то взяли и развалили. А я скажу, нет, так это он договорился его валить. Да, я договорился, но есть чек-лист. Людей там нет, они выселили, собачек, кошечек нет, рыбок нет, газ отключен, свет отключен. Они просто приехали и свалили. Так не работает. Конечно, у нас в вооруженных силах тоже так не работает. У нас есть чек-лист, который... Поэтому что это означало? Это означало не просто Байден дал командование. Где был наш господин Блинкен, министр наших иностранных дел, где был по нацбезопасности господин Салван, где в конце концов был наш министр обороны, где был начальник наших объединенных штабов, люди, которые отвечают за это. Почему они сказали, так не делается. Мы не можем просто так это все бросить и бросить союзников, все и свалить. Они так сделали, и никто они не жили. И потом, хорошо, вернитесь и уничтожьте это оборудование, которое мы им бросили. Если бы Украина получила все, что там было брошено, была бы совершенно другая картина. Поэтому надо смотреть на репутацию. Вот вам репутация этой администрации, этого человека, который сегодня возглавляет Белый дом, возглавляет
возглавляет Соединенные Штаты Америки, возглавляет наш мир. Какая у него репутация? Вот эта репутация. А что он хорошего сделал? Найдите мне и покажите, что он построил что-то, что он проголосовал за что-то великое. Может, он губернатором был, как Десантес, и сделал из штата еще-то. Он был сенатором, который голосует за законы. Все. И в каждый раз он голосовал или что-то. Это было предательством. Это было предательством в каждый раз. Я согласен полностью. У меня на эту тему последний вопрос, но он очень важен. И как бы вы как профессиональный военный и в целом. Я для себя просто, и людям я это говорю, я не могу понять, как не ядерная держава, я про Украину сейчас, у которой население в 3 раза меньше, про территорию вообще молчу, намного меньше России, с оружием, если бы Америка дала в полном объеме или в недостаточном объеме, как сейчас, может военным путем победить ядерную державу во главе с полным шизофреником. Как это выглядит на практике? Как это, вот скажите, как вы это видите? Как это выглядело? Мы тоже ядерной державой, мы посильнее России будем. Как же афганцы это сделали? Он, Талибан. Бородачи, которые не умеют писать и читать, и вооружены калашниковыми. Как это сделали с нами во Вьетнаме? Как это сделали там в Корее? Ну, много таких есть примеров, где огромные силы, там даже Советский Союз, Финляндия. Есть такие примеры, там Израиль, там 7 арабских стран, потому что они могут не ядерным оружием, они говорят, россиянам не надо ядерное оружие, они взорвут вашу там ТЭЦ какую-то ядерную, и будет катастрофа, чтобы не вывозить свое ядерное оружие, не показывать, чтобы это было сюрпризом для всех остальных. Немного чего могут. Они могут заразить чего-то, они могут много чего сделать. Но это не значит, что они теперь могут нас держать всех в заложниках. Потому что, ну, это хорошо, тогда Тайвань Китаю надо отдать, потому что они тоже ядерная держава. Тогда Пакистан надо отдать Индии, а Индию надо отдать Пакистану, потому что они обе ядерные державы. Я не думаю, что это так работает. Я думаю, что ядерная война или угроза ядерной войны в такой ситуации не может нас держать в заложниках, не может нас шантажировать. Или вот эту вот красную линию, которую проводит каждый раз Путин, а мы каждый раз под эту красную линию подстраиваемся. Потому что, а что, потом Аляску они захотят. Или потом, вот всегда есть такой вопрос, я всегда такой вопрос задаю. А если Россия потом после Украины нападет на Эстонию? Она же НАТО. Вот НАТО начнет войну с Россией ядерную ради какой-то Эстонии, которая большинство людей понять не имеет, где это, или что это, или сколько там людей живет. Начнет ядерную войну из-за этого. Она же все-таки член НАТО. Думаю, что при сегодняшней власти нет. Отдадут также и Эстонию, и Латвию, и Литву. Потому что вот это она ядерная держава, а мы не хотим эскалацию. Мы не можем так есть. У нас тоже есть ядерная бомба. У США есть. И все примеры, которые вы перечислили, во главе США люди с огромными могли быть минусами, да, но это не такие шизофреники, как Путин. А я с практической точки зрения. Представим, что Украина... Я надеюсь, что в России там все-таки есть люди, которые поймут, что на ядерную кнопку они нажимать не будут, потому что это не просто так, что он встал утром, нажал, и оно полетело. Или он нажал на курок, оно полетело. Это раз. Во-вторых, мы сегодня видим, мы же не знали тоже, вот наши патриоты могут сбить кинжал или нет. Да, оказалось, могут. А мы не знали, пока мы этого не попробовали. Да. Теоретически у меня зам был в НАТО, он командовал батареей «Патриот». Меня его спрашивают сейчас частенько про это. Говорит, нет, теоретически да. Мы считаем, что теоретически да. Но практически как ты мог это узнать? Мы не знали. Теперь мы знаем, что можем. И он говорит такую вещь. Он говорит, да, может быть, мы их сбиваем, а может быть, она не гиперзвуковая ракета. Может, они врали. Угу. И он склоняется к тому, что они врали. Потому что, да, сомнение с гиперзвуковой ракетой было, но с другой стороны, мы не знали, что такое гиперзвуковая ракета. У нас такой нету.
Дело все в том, что вот у Марка Солонина есть передача, где он говорит, в принципе, это невозможно сделать гиперзвуковую ракету. Она развалится. Нету такого материала, который это выставит. Близко, да, вот они разгоняют самолеты, этот С-300, и он становится кинжалом. А поэтому говорит, он склоняется, опять же, он не великий эксперт, он среднего уровня офицер, но он говорит, наверное, он говорит, они врут, русские, как всегда. Где это танк «Армада», где это торпеда «Шквал», и так далее. Это много всего. Они еще Хрущев говорил, мы делаем ракеты как сосиски, а на параде были фанерные ракеты. Но мы все, они вводили нас в заблуждение. До сих пор, я считаю, они вводят нас в заблуждение. И вот этими передачами всеми, которые без конца крутятся. И когда там выступают, вякает пару человек из нас, да, которые в Америке немножко уже так сориентировались, это бесполезно, там идет против течения, мы плывем. Может быть, они врут. Конечно, испытать этого никто не хочет. Я против того, чтобы мы испытали или это работает. Другое еще. А кто им сказал, что у нас нет противоядерного оружия против их баллистических ракет, которые они запустят по нам? Это второе. Третье, да, он псих, но оно так не работает. Чтобы ядерное оружие использовать, его надо сначала испытать. А испытаний уже нет лет 30. В России не было. И чем занималась Северная Корея? Она испытывала. А это эскалация. И она испытывала свои баллистические ракеты. Кроме 4 года был перерыв, когда они этого не делали. Поэтому это не так просто. И мы знаем, что президент Трамп сказал Путину о том, что у нас есть слово для чернокожих, которое мы не используем в Америке. Это начинается с буквы «Н». И мы говорим, не говори слово на букву «Н». А ядерное по-английски nuclear, то есть тоже начинается на букву «Н». И Трамп, используя эту игру слов, он говорит, я ему сказал, Владимир, я говорю, даже не пользуйся словом «Н». Даже чтобы у тебя во рту этого даже не говорил. Потому что я тебе Москву сожгу к чертовой матери. Даже ты упомянешь. Все bullshit крыт. Но это никогда не передашь, что он так сказал. Конечно. Это есть в записи. Это есть также, где телефонный разговор, где его друг говорит, что он мне рассказывал, и я присутствовал при этом. Он не чиновник, никто, он просто друг Трампа. И есть свидетели этого. Поэтому мы не знаем, держать нас все время в этом шантаже, что они клепают ракеты как сосиски, и поэтому мы будем бояться. Так, и поэтому пусть Украину мы пускаем под нож, и, может быть, тогда он накушается и все это закончится. Но опять же, это Гитлер, это много таких примеров в истории, где на этом не заканчивается. Он плохо закончит, но все-таки я хочу понять, что победа будет, например, для вас, и как можно военным путем победить ядерную державу неядерной. Мы же сейчас не говорим, что Путин запустит по США ядерную ракету, а не дай бог тактическая, я не говорю стратегическая, тактическая по Украине. То есть мы же не идем на Москву захватывать. То есть вы имеете в виду выход на границе 91 года или 24 февраля. Что будет являться военной победой? И вы будете считать, что Путин, сдастся, скажет, все, я проиграл. Хотя он не похож на такого человека. Да, он не похож на такого человека. И опять же, у меня свои мнения, но это мои личные мнения, которые я не люблю часто слушать. Я, например, считаю, что Крым он просто так не сдаст. Что он раньше Москву сдаст, чем Крым, потому что у него Крым в голове имеет огромные... Москву он не завоевывал, а Крым он завоевал. Да. И для него это играет какую-то психологическую роль. Психотип его, конечно, очень сложный. Но скажу так, Денис, победы не будет. Победы нет. У военного человека, если вы спрашиваете, что такое победа, в войне победителя нет. Есть те, кто выжил. Мать, которая потеряла сына на войне, или люди, которые потеряли все, что у них было, скот, дом, все их будущее, все их мечты, все их
ну, все что-нибудь. Или человек, которого абсолютно все здоровье подорвано, как у этого молодого азовца. Для них победы не будет. Для них будет, вот мне как раз нравится это украинское слово «перемога». Перемога будет, вот выжили, выстояли. Но это не победа. Это вот не победа бесия, вот это вот в советском, в российском понятии. Я надеюсь, что когда вы их погоните, они начнут сыпаться. И изнутри, и снаружи. Таким образом оно изменится. Но даже тактическое ядерное оружие просто так использовать нельзя. Оно должно сняться с хранилищ. Мы знаем, где эти хранилища, потому что мы их инспектировали. Я лично инспектировал. Они должны специальным перевозить его. Это должны быть специально обученные войска. Это не просто артиллерия там или авиация. Это специальные они. Это все специально. Поэтому это будет видно, если они это начнут. Если они начнут двигать эти вещи. А если они начнут двигать эти вещи, опять же, оно просто так не работает. То есть, если они начнут двигать, то и мы начинаем двигать. Они поднимают уровень боеготовности, и мы понимаем, это автоматически. Тут даже ни президент, ни Конгресс ничего говорить не должен. Это происходит автоматически. Приведу вам пример. 11 сентября, когда был налет на Соединенные Штаты Америки, 11 сентября, мы поставили наши вооруженные силы на боевую готовность номер 1. Все самолеты гражданские сели, в воздухе только летали, вот я помню, над Вашингтоном летали, как раз я был в Пентагоне тогда, летали истребители, кружили наши. Была высокая, боеготовность номер 1, то есть война. Все. И Путин тогда позвонил Бушу и сказал: я нашу я ее выдаю приказ, чтобы мы не повышали боеготовность. Мы остаемся на том же уровне. Мы понимаем, что произошло. Вот это был у него тогда жест доброй воли такой он сделал. Это тогда был, наверное, другой Путин, я не знаю. Но вот тогда это был такой жест доброй воли еще тогда. Я подумал, вот молодец, правильно мужик поступил, понимает, что происходит, и он должен был отдать приказ, чтобы оно не повышалось. А так бы оно повышалось. Поэтому, если они начинают двигать, мы тоже повышаем. Мы тоже начинаем что-то двигать. Или противоракетную систему, или нашу ядерную систему тоже приводим в боеготовность такую. Поэтому это не просто так. Поэтому это сложно. Это вот все эти знатоки вводят людей в заблуждение таким образом, и люди паникуют или еще что-то. Вот господин Осечкин. Я никогда про него не слышал до этого. Мне вдруг люди все начали звонить, писать, что российские самолеты взлетели с ядерным оружием, с ядерными ракетами на борту. Я говорю, откуда это? Откуда вы взяли эту информацию? Кто это сказал? Где это? Они говорят, вот на канале у господина Осечкина. Понимаешь, зачем это делать? Я не понимаю. Я не знаю. Хотя господин Осечкин сказал, что он проведет со мной программу, но пока вот больше я от него не. Так все-таки дипломатия и переговоры, как и в конце каждой войны? Это обычно да. Но иначе они не заканчиваются. Война с немцами была, потом окончание войны, и с японцами, и со всеми. Но опять же, дело все в том, что да, переговоры будут, но переговоры должны быть на условиях... Сильной позиции, да? На условиях Украины. Там только должны быть условия Украины. Единственная страна, которая может выдвигать какие-то условия, а условия, как я понимаю, вы уходите до границ 91 года, репарации и так далее, и наказание всех преступников и, военных, там еще что-то такое есть. Жесткие они, да, жесткие, наверное, они там будут что-то говорить. Опять же, я военный человек, я не дипломат и не политик, я не бизнесмен. Я согласен, их надо разбомбить, уничтожить, и раздавить, и окружить, и убить. Но реальность жизни частенько не такова. И может быть поэтапно,
там, как в начале войны, отойдите до 94-го, до февраля, 22 февраля 22 года, а там дальше значит, кто-то будет вступать или говорить что-то еще. И так, опять же, только потому что это исключительно мое личное мнение. Что пока он жив, и пока у нас сегодня в Соединенных Штатах администрация, которая находится, то есть слабая администрация, которая не отвечает на что. Вот сейчас в Нигерии убили 4 американца, дипломата. То просто американцы, а дипломаты. Вот как мы ответим там сейчас? Понимаете? Мы ничего не ответили за сбитый дрон, мы ничего не ответили, там никто ничего не ответил за шары, которые летали от китайских. Нету у нас. Российские самолеты на Черном море пытались войти в воздушный бой с американскими самолетами. Прекрасно эти летчики понимают, что нет никакого шанса в воздушном бою против американских летчиков и американских самолетов. Почему же они тогда это сделали? Понимают, что нашим летчикам скажут не идти на провокацию, а отходить. Они начали опять летать над нашими кораблями, хулиганить. Потому что слабая власть. И я считаю, что пока вот такая у нас слабая власть, и пока Путин жив и управляет там страной, то они просто так не уйдут. Просто так Украина оказывается в очень тяжелой ситуации. Да, будет сложно. И простого решения тоже, думаю, не будет. Это все очень серьезный комплексный процесс. Не только простого решения будет. Я думаю, что мы должны все здраво смотреть на это, что все удовлетворены этим не будут. Да. Люди будут недовольны. Или так будут недовольны. Я только хочу еще что сказать, поправить, что мы с вами имели как-то разговор, и я сказал, что я там с вами не согласен, что надо менять Зеленского или там президента какой-либо страны во время войны. И вы мне сказали не так, что я вас неправильно понял. Я просто что это вы после войны вы будете все менять. После войны мы все меняем. После войны, да. Он должен закончить войну, Зеленский, на мой взгляд, а после войны должны быть, или скажем так, когда наступит мир, наверное, правильно сказать, будут выборы, и дальше должны быть демократические настоящие выборы. Это Черчилль, и де Голль, после войны, и Труман, после войны, конечно же, эти президенты войны, они уходят. И нужен президент мирный. Президент мира. Потому что жизнь, опять, многие будут недовольны этим. Но все равно нужен быть мир. Россия никуда не денется. Она будет вашим соседом еще 1000 лет. Другое дело, в какой форме она будет. В состоянии она будет. Наверное, желательно, чтобы там они раскололись на несколько частей. Кстати, никто из этих хороших русских этого не хочет. Они против всего этого. Конечно. А мы, плохие евреи, мы за. Чтобы она раскололась на несколько частей, и какие-то из их частей будут к вам лояльны или дружелюбны, и по-настоящему, да, может быть, даже братские, там, Чечня, может быть. А какие-то будут продолжать, Московия, может быть, будет продолжать быть агрессивной, и такое, но все равно она будет, как у израильтян арабы, есть такие, есть сякие, есть третьи, есть четвертые. Со всеми надо будет, что-то как-то сживаться. Такова жизнь. Мы с вами согласны, конечно же, мы что хотели, вы и я. Я думаю, что мы бы хотели, чтобы все хорошие люди собрались вместе и убили всех плохих людей, злых людей. Все добрые люди убили всех злых людей. Наверное, будем стремиться к этому. Да. Последний вопрос. Все должны быть добрее. Все 100%. И толерантнее друг к другу. А те, кто не хотят этого, тому мы набьем морду. Да. Добро должно быть с кулаками, и Израиль это доказал, по-моему, лучше всех в истории. Гарри, у меня последний вопрос, такой чисто профессиональный. Я там представил программу реформ,
И один из пунктов у меня был касательно новых вооруженных сил Украины, и мне нужно ваше профессиональное мнение зрителям показать. Значит, у меня там сказано, что армия должна быть только контрактной, и что по достижении 18-летнего возраста и мужчины, и женщины, парни и девушки должны пройти какой-то курс. Это не полноценная служба в армии, это там 2 недели, месяц какой-то курс, первая медицинская помощь, владеть стрелковым оружием. И, по примеру Швейцарии, дома у каждого, ну, грубо говоря, какое-то серьезное ружье, будем говорить. Как вы смотрите на это? Это реально? Ну, конечно, это реально. В такой большой стране, я имею в виду. Если это в Израиле, если это в Швейцарии, почему в Украине нельзя это сделать? Вообще, я смотрел вашу эту программу, она мне очень понравилась. И особенно про армию. Я был удивлен, насколько вы продумали, как надо действовать армию. Я думаю, я бы с удовольствием с вами сделал отдельную программу про это. Да, армия должна быть профессиональной. Сегодня мы не воюем, стоя в ряды, там шаг вперед, бабах, штыки, и все бегут друг на друга. Так больше никто не воюет. Уже давным-давно сегодня мы воюем в основном высокими технологиями, и мы видим это по Украине, как она ведет войну. Если Россия еще никак не может до этого достать, хотя она уже пытается и делает, то Украина уже довольно-таки перешла на высокие технологии, на дроны, на ночники там, и многие другие вещи. Поэтому солдаты должны быть умными, это раз. Они должны быть сообразительными, они должны быть образованными, не умными, а образованными. И они должны понимать, как работает железный купол, как работает Хаймарс. Это не просто там стреляешь. Это не в тире стрельба. Они должны в GPS разбираться, они должны в компьютерах разбираться, они должны на многом, даже рядовые солдаты, которые дронами там, они должны быть образованными людьми. Поэтому это нужна профессиональная армия. Просто так набирать людей, как сейчас. Ну и что русские сейчас набирают, опять же, вот эту всю массу. Конечно, они убьют украинцев каких-то. Но их масса будет гибнуть. Сейчас они набирают вот из там, всех этих, то, что они называют грубейшим образом ундерменчес, всех этих, или не ундерменчес, они их называют... как немцы посылали украинцев на работу в Германию. Забыл это слово, которое унизительное, которое они используют. Короче, вот это там узбеки, казахи, киргизы, туркмен, таджики. Хотя эти люди, прекрасные люди, они не помнят, что во время Второй мировой войны их дедов, их родителей эти люди принимали, отдавали свой топчан в Узбекистане, делились все. А эти козлы теперь их так используют. Теперь они говорят, что они должны, идти в армию воевать. Конечно, они не будут солдатами, они воевать не будут. Они будут такой песок в подшипниках российской армии. Поэтому, конечно, такой армии Украины не нужно. Украине нужна профессиональная армия. Нужны образованные, высокообразованные офицеры, нужны профессиональный сержантский корпус, где будут профессиональные сержанты, на чем будет стоять эта армия, высокотехнологическая армия. Поэтому я всегда считал, что война или быть военным – это не для всех. Вот если человек, он не хочет быть военным, его заставлять нельзя, это еще хуже. Во-первых, он будет вредить в этой армии. И во-вторых, он будет считать, что он в тюрьме. Вот, например, мне нравилось это. Мне нравилось. Я получал даже какое-то удовольствие от этого, от всего. Но не всегда были хорошие дни, были плохие дни, это понятно, это жизнь. Но в основном мне военное дело нравилось. Мне нравились эти люди, с которыми я находился. А некоторым людям это не нравилось. Они не могли. Для них это была тюрьма. Для них это было хуже, чем тюрьма. Они пользы никакой не приносили. От них пытались избавиться. Ну, от офицера это легко, потому что, чтобы стать офицером, ты уже прошел очень много этих вещей, где сразу видно, что это не для тебя, и тебя, значит, это еще в курс, там, первые несколько недель курсантских. А солдаты были такие, что то ли родители наставили. Вот мне часто звонили из Советского Союза, родители говорят, у меня сын там придурок,
там курит, пьет, я хочу его в армию отправить, чтобы из него человека сделали. Я говорю, у нас армия не исправительная колония, если он не хочет служить, его не возьмут, у нас конкуренция. Поэтому если он не будет стараться и не захочет, он просто не пройдет. Такой пережиток совка еще, да, это фраза. Его там будут мудохать, дедовщину ему устроить, и из этого его сделать человек. Они даже не понимают, что это покалечит ребенка еще. Конечно. Это армия не для этого. Поэтому я считаю, что нет, она не для всех. И поэтому профессиональная, наверное, лучше, потому что туда идут люди, которые хотят это делать. По призванию. По призванию в основном, но иногда они идут, потому что там это стабильный доход, потому что там можно потом учиться, потому что там бенефиты хорошие и так далее. Ну, осознанно, во всяком случае осознанно, понимая, что они делают. Осознанно они знают зачем и почему они идут. И вот мы сегодня в Нью-Йорке видим, что наш морпех, который сейчас там учится в университете, остановил этого преступника, и он умер в метро. Морпеха, который ходил там, и судят теперь этого морпеха. Вот такой у нас басманский суд Нью-Йорка. Не судят тех людей, вот этих же судей и всех остальных, которые его отпускали 40 раз. 40 раз он был арестован. А у этого морпеха ни одного, ничего, абсолютно хороший парень. Такой молодой. Ну вот, и поэтому я считаю, что оно не для всех. И если люди, у них, вот, допустим, в Украине, в которой нужны сейчас и солдаты, там и нужны люди, которые должны пройти что-то сделать для страны. То, что я считаю, что вы говорите, там научиться, как там вставлять АВИ, как там перевязку сделать. То есть, я думаю, что людям надо давать выбор. Вы хотите служить в армии? Вот в Израиле они что же дают выбор? Ты хочешь служить в армии? Или ты можешь там работать, это время провести там в доме престарелых, или там, ну, или еще какую-то делать работу для общей пользы, если ты не хочешь брать оружие в руки. Если ты не хочешь брать оружие в руки, ты можешь работать там, проходить военную службу в канцелярии в какой-то или еще что-то. А если ты хочешь, допустим, быть в Голландии или в Гевате, в таких ударных войсках, в десанте, то там конкуренция, там они конкурируют, туда всех не берут. Ты должен хотеть туда попасть, ты должен там желать это, ты проходишь очень жесткий отбор. И это другое. Поэтому я считаю, что в Украине тоже наверняка есть люди, которые не захотят быть солдатами. Ну, тогда им надо дать какую-то другую опцию, где они могут приносить пользу обществу. И я думаю, что сегодня в той разруху, которую создала там Россия, там будет очень много других вещей, где они смогут себя приложить и помочь Украине не только с оружием в руках. Понял. Есть такой хороший анекдот, мне напомнило про израильскую армию, когда вот в Гевате наш парень приехал там из Советского Союза, и он хочет быть в Гевате, он хочет быть спецназовцем. А они повторяют за нами, как проходить тест. И они говорят, ну давай тест. У тебя тест, значит, будет, на тебя бежит араб. Что ты делаешь? Он говорит, я беру пистолет, бабах и убиваю. Говорит, правильно, все верно. Теперь с фронта бежит араб, и с правого фланга бежит араб. Что делаешь? Он говорит, сначала стреляет того, что с фронта, потом того, что с правого фланга. Он говорит, правильно, все верно. А если с фронта, с правого фланга, с левого фланга? Он говорит, я беру автомат, ставлю, всех. Правильно, все правильно. Теперь бежит с фронта, с левого фланга, с правого фланга. И танк. Он говорит, я беру гранату, стреляю танк. Он говорит, все правильно, молодец. Теперь говорит, с фронта, с левого фланга, с правого фланга, танк, еще вертолет. Он в конце концов говорит, извините, можно я вас спрошу вопрос? Он говорит, да, какой? Он говорит, а я что, воевать буду один? Да, это жизненно. Гарри, спасибо огромное. Я думаю, зрители много полезного и, главное, нового узнают. Потому что я узнал точно много нового. Некоторые вещи я не учитывал. Это важно для того, чтобы картинка была, насколько она возможно, объективной. Я считаю, что я бы хотел, чтобы мы с вами провели вот реформу армии. Что вот в армии нужно, чтобы сделать современную армию.
как ее реформировать, что делать. Потому что я этим вопросом занимался в Польше, когда Польшу мы перестраивали. Поэтому я думаю, это было бы интересно. Сделаем, конечно, это актуально очень, конечно. Потому что я слушал вашу программу вот с этими 10 пунктами и про армию. Вы сказали все четко и все верно. Спасибо. Обязательно сделаем, Гарри. Спасибо. И своих зрителей призываю, кто еще не подписан, подписаться на ваш канал. Ссылку обязательно вставлю. Спасибо. До встречи. Да. До свидания. Класс. До свидания, Гарри. Спасибо.